Всем привет, ребят, вы на канале Margulis Channel, мы продолжаем проходить третий Silent Hill. Собственно, вылез с канализации и погнали дальше куда-то. Ну, это стройка какая-то. Так, крутим камеру. Все равно возвращается. Давай, сохранимся. Хотя она сейчас больше ничего не говорит уже о том, то, что ей там что-то как-то визуально не нравится. Да не будем новый файл создавать. Переписываем то, что есть. Да, это стройка. У нас ничего полезного не валяется. Погнали, заходим туда внутрь. Бейсболки это хорошо. Как минимум хорошо. Да? Никак? Ничего. Давай. Карты нет. Вот это плохо. Это не есть гуд. Тут взять нечего? Не, походу. Самая большая проблема это вот, блин, сфокусировать нормально камеру. Второй этаж. Это не карта случайно? Нет. Дергаем? Нет. Переход со второго на третий. Карта? Нет, не карта. На третьем этаже обвалился потолок. Вход воспрещен. Ясно. Ну, ничего полезного. Дальше. На четвертом этаже провалился пол. Вход воспрещен. Понято. Вы не тушите. Ну, взяла бы с собой, чё бы нет-то. Отбиваться от жуликов. Так. Тут лифт. Да, он закрыт стопудово. А здесь? Ага. Комнатушка. Ощущение, кто-то по потолку кто-то бегает. Прикольно. Сыкотно и прикольно. Заходим. Где? Господи Иисус. Так, большое помещение, но плохо пока осмотреться можно. Много пустых банок и бутылок. Похоже, здесь кто-то жил. Ну, я думаю, по-моему, если я не ошибаюсь, этот матрас можно спихнуть. Обезболивающий опять. Ладно. Давай, спихиваем матрас. О, грязный матрас. Бросить в дыру. На. Сейчас сами туда слетим. По-любому. Воспользуюсь матрасом как подушкой. Ничего не случится, если я теперь прыгну. Ну да. Так прыгай что-то. Так, и получается, я на 4-м этаже. Так, и что мы с этого тогда поимели? Ну, вот лампочка горит. Ты
сюда пробраться можно? Да. Но я лучше вернусь. Тем более. Я тем более вернусь. Опа, изгнать тут же. Ну вы даете. Я ж только что-то убил. Так, оббегаем, давай пинать его. Пока не встал. Еще пинай. Пинай эту падлу. Наконец. Ну, нормально, в принципе, он всего... Ну как, 3 патрона сразу ушло. Ну, что так много-то? Ну, вот что там, блин, 2 пауков с разных сторон ползет. Это вот вообще не гуд. Вообще не гуд. Воевать с ними не хочется. Замок сломан. Лампочки тоже ничего не сделаешь особо. Вот они всегда появляются на узких пространствах, там где от них особо ты не уйдешь. Хоть достаю. Наконец. Тихо. Блядь. Загружаемся. Взяла, свалилась, вот курва. Я думаю, есть ли резон прям назад возвращаться, чтобы патроны на толстяка потратить? Зачем, в принципе? Один раз зайти, по-моему, достаточно будет. Так, вот тут какая-то дверь. Да, замок сломан. Раз, два. Тащимся на самый верх, но уже побыстрее хотя бы все это дело будет. Да, наверное, возьму я в руки пистолет. Назад не буду возвращаться, чтобы журдя не мочить. Не вижу смысла. Так. Вот опять кто-то топает. Не, ну звуки, конечно, тут клево проработаны. Тух, такой ощущение, кто-то вот у меня сейчас по потолку кто-то прыгает, стучит, непонятно. С этим у них тут не занимать, конечно. Какая-то еще стена, кстати. Опа. Глушитель. Ну, окей. Значит, он для чего-то нужен. Не зря заново начал. Так, не свалиться бы. Ну, то, что тетя тут может просто упасть с обрыва, короче говоря, в неподходящий момент. Поэтому ты можешь отстреливаться от монстров и просто подохнуть, если будешь от них уходить. А вот этих пауков они любят как раз запихивать в узкие пространства, чтобы вот как я сейчас стоял на тоненькой, получается,
Ну, в тоненьком коридоре, и как-то надо их убивать, умудряться. Ну, то есть, фактически, ты по-любому, получается, получишь урон. Так, значит, мы сюда не возвращаемся, чтобы не встретить жирного. Берем пистолет. Блин, или дробаш. Давай, наверное, все-таки пистолет. Его почаще патроны дают. Правильно? Заходит. Вот попадает, не попадает, хер его знает. Ладно. Да, использовать. Теперь аккуратненько. Так, вот туда можно пройти. Если я не ошибаюсь, просто надо перепрыгнуть с одного здания в другое. И потом вот какой-то ход должен быть. Патроны есть у меня вообще? Да, 2 штуки. Такое себе. Патроны просто вот тебе дают, короче, 10 штук, допустим, и ты просто их сразу же, минут через 10, они у тебя кончаются. Так, в одну сторону никак. Сюда тоже. Полезли в окошко. Вот в это. Так, ну, почитаем, может, что полезного напишут. Просто бумаги. Тут ничего. Давай дальше. Кофейник, ну сюда вообще... Нет, пройти можно. Ладно, потыкали. Вперед. Вперед из песни. Угу. Ну это какой-то офис, короче, без света просто. Карты нет. Ну, без карты печалька, конечно. Это дверь? Нет, это стена, хотя вот очень похожа на дверь. Тоже сломан. Угу. Так, это какой-то общий коридор, и тут очень дохрена народ. Давай дальше сходим. Ломан. Ну, давай. По аналогии. Че у нас тут? Ага. Куча манекенов. Вот, кстати, в этом каком фильме был этот какой-то враг на нее нападал. Там из нескольких манекенов состоящий. Коробка наполнена головами манекенов. Манекен без головы и без ног. Ну там, по-моему, она ни на какую студию не заходила. Так. Единственный манекен с головой. Что-то странное с теми безголовыми. Его голова что? Его голова единственная выделяющая его вещь, но все равно это просто манекен. По-моему, с ним что-то должно случиться, раз уж она так обратила на него. Опа. Что с ним произошло?
башку отрезали. Это кровь? И чё? Манекен без головы и без ног теперь. Я знаю, что это не живой объект, но все равно немного нервничаю, боюсь. Лихо. Манекен кровоточит теперь. Забава. Так, ну, есть резон, в принципе, опять вот эти двери подергать, может быть, что-то изменилось. Ну, вот кроме вот этой основной. Я понимаю, что мне в этот коридор. Ну, чем черт не шутит, правда? Так, ну тут все. Да, только в коридор. Там народу до хрена. Что у меня по оружию? Ну, булава это просто жопа. Ни к чему это было. Дробовик. Ну, нет, хотя, ну, если там пауки, ладно, пока тут никого нету, будем по факту, короче. Кто нападает? Ну, попадай ты хоть по ней, блядь. Падла. Просто из 5 ударов она попадает один, наверное. Вот я слышу, что она по стенкам долбит. Меня просто загрызут нахуй туда и все. Наконец. И вторую, чтобы не встала. Покоцали меня собачки, короче говоря. Не сильно, но на 2 обезболивающих я попал. Думаю, это не последние псины, которые тут есть. Ломан. Ломан. Так, не запутаться бы в этих коридорах. Тут лифт. Двери лифта слегка приоткрыты, слишком узко, чтобы пролезть. Значит, что-то надо делать с ним. Зачем это не дверь? Так, ну, явно не карта. Это у нас какой этаж? А, ну 4-й, по идее. Только другое здание. Свет, что ли, включили? Блин, как тяжело без карты, а? Дайте карту, сволочи. Так, вот я сюда зашел. Здесь у нас получается 4 входа и 1 на лестницу. Дальше проходим вот сюда. Угу. Давай сюда зайдем. Там как-то более центральная дверь выглядит. Понятно. Там 2 или 3 собаки и жердя лежит еще.
Короче, там еще один коридор. Охренеть. Замок сломан. Ну, либо тут два варианта. Либо двигать на лестницу, по идее. По идее, как вариант. Чё? Может быть, на лестнице я найду или карту, или что-то такое. Давай на самый верх. С 3 на 4. Закрыто. С 4 на 5. Открыто. Просто одинаковые, блядь, помещения вообще. И карты эти ни хрена вообще. Вот это вот самая печалька, конечно. Так, тут тоже какой-то офис, студия. Собаки. Блин, куда не зайдешь? Вечно какие-то враги. Так, окей. Тут на меня никто хотя бы не нападает. Дайте карту. Кажется, раньше здесь висела картина, сейчас здесь только рамка. Пламя очищает все. Знакомая фразочка. Отвертка. Не знаю зачем, но она по-любому пригодится. Просто так тут предметы не дают. Так, я отсюда, да, зашел? Блин, или оттуда? Ну, к слову, значит, из дальней. Это мне вообще сдается, то, что мне на другой этаж даже надо. Тут уже голимый лабиринт какой-то. О, катану. Я взял катану, серьезно. Прикольно. Надеюсь, она будет хорошо разрезать собак. И так далее. Может быть, здесь? Рождение искусства. Осторожно при транспортировке. Ну, бла-бла-бла, это все фигня. Так, ну тут все. Значит, уходим. По-моему, мне еще не доводилось катану брать. В Silent Hill'ах. Да, ну, слово. Так, ну. Давай еще к этой картине подойдем. Вот к этой. Да? Фигня какая-то. Я запутался, короче. Идем сюда. Знакомые лица. Да, клевое оружие. Катана решает, короче. Так, примерно отсюда, да, я начинал? Ага. Заходим, смотрим. Мне бы карту найти, было бы вообще ништяк. Кстати, она задыхается. Ну, нет, смотри. Пока еще нормально. По хилам не надо. Ну, давай сюда зайдем.
О, подожди. Серьезно. Неравный бой. Пинай, еще пинай. Еще пинай. Еще пинай. Пинай, пока не задохнется. Все, спокойней. На всякий случай. Все, он обмяк. Что за комната вообще? И нахрена я сюда пришел? Просто чтобы урон получить. Ошибись. Хилиса придется теперь. Он меня долбанул немножко. Жутко путаешься просто, когда у тебя карты нет. Ходишь просто по одинаковым комнатам. Где я был, где не был. Первый. Тут не был. Сразу же использовал. Потому что что-то ни сохранения, ни хрена тут не вижу вообще. То ли пол, то ли домкрат. Взял глушитель и домкрат, кстати, и отвертку. Ну, для чего-то это все надо будет. Прям можно мастерскую свою устраивать. Карту бы не мешала. Чем эта карта, она вот реально в одной только комнате где-то находится. Чтобы знать, на каком этаже крыто. Так, я, получается, по кругу прошел, да? По кругу прошел большое помещение. Блин, ну давай попробуем еще выше забраться, получится. Кто знает, может быть там даже карта находится, запросто же. Так, давай теперь в самый низ спустимся. Ну, с катаной прямо отлегло, то что проблема с патронами, может быть, получится их накопить. Более-менее. Потому что, ну, как это правило бывает, то что последний босс, все патроны сливаешь. Да и может быть на предпоследнем запросто сольешь. Так, еще и третий этаж открывается. Без понятия, это... А, вроде был. Я не знаю. Давай еще ниже. До тупика доберемся. Будем со второго, короче, по этот. Первого этажа будем, короче говоря, изучать. Пока карту не найдем. Так, окей. Погнали. Первый этаж, замок сломан. Второй тоже закрыт. Третий. Смотреть, ну, по идее, смотреть надо по стенкам. Обычно там они, карты все висят. Внимательно. Так.
Тут карты. Это же не карта, правильно? Нажала кнопку лифта, ничего не работает. Ну, это логично. Когда тут что работало? Узко, двери открытые, ничего сделать не могу. Так, и получается, здесь все. Я, кажется, сюда заходил. Вот именно с этой двери. Вот насчет манекенов там как раз эта вот фигня была. Ну, по идее, я вот сюда зашел. Вот эта дверь закрыта. Да, и замок сломан. Потом я зашел вот сюда. Тут был, по-моему, жердяй, собаки и другой коридор. Так, жердяй там. Давай сюда зайдем. Патрон. Ну, ни хрена себе. На столе беспорядок, бла-бла-бла, патроны к пистолету. А карту дайте. Она еще куда-то смотрит. А, ни хрена и сохранение, кстати, есть. Вот она карта. Ну, слава яйца. Еще куда-то смотрит, кстати. Есть хоть что-то интересное. Подожди. Вон еще ящик какой-то. Ящик слегка приоткрыт, но должно быть заржавел. Не могу открыть его шире. Слушай. Предметы. У нас есть отвертка. Да, отверткой можно открыть. Я думал, домкратом придется пользоваться. А нет. Веревка. Хорошо. Ну и сразу сохранить. По идее тут все в этой комнатке. Так, смотрим по карте теперь, наконец-то. Ага, ну, я тут вообще, по идее, все комнаты обошел. Кроме вот этих двух справа. И вот левые вы комнаты глянуть. По-моему, до них не добраться. Замок сломан. Открыт. Ничего интересного. Аптечка. Ампула. Лежат фотографии. Может быть, у охранника есть любовница. Не все ли равно? Какие-то журналы. Ничего особенного и важного. Здесь нет ничего интересного. Ничего интересного. Понятно. Просто календарь. Так, я вот думаю, может быть, сохраниться по-быстренько. И пойдем к Жордею, да? Вот так даже сделаем. А, он лежит тут. Я так понимаю, тут валяется вяленое мясо. Можно спокойно рубить собак. Пока же не встает. Мне надо за ним наблюдать.
Наваливает сразу же по жопе. Жердяй просто шикарно отлетает с катаны. Катана — это тема. Если будете, ребят, проходить, то обязательно первым делом берите катану на этом уровне. Да. Нахрен я сюда заходил вообще? Бесполезная какая-то комната. Стой. Есть лифт. Есть домкрат. И веревка. Сейчас мы лифт откроем домкратом, спустим веревку. Все. Только я еще по верхнему этажу пройдусь. Так, для прикола что-нибудь интересное посмотреть просто. Так, слегка приоткрыто, слишком узко. Домкрат. Чпок. А там ее хватит за жопу сразу, прямо из щели. И все, и утащат. Так, и веревка. Все. Я использовал веревку. Хорошо. Нет, пока не будем пользоваться ей. Мы пока двинем на этаж выше. Просто чтобы убедиться, короче, то, что все собрано. Потому что не факт, что мне потом разрешат вообще туда идти больше. Так, это у нас получается какой этаж? 3. Пойдем выше. Ну, по идее, я там все прошел. Так, слово на 5, да. Тут, наверное, уже ни врагов, ничего не осталось. По карте. Тен-тен-тен. Да, я тут все обошел. Кроме элеватора. Но он тупо не работает. Замечательно. Все, я спокоен. Я спокоен, можно возвращаться. Тетенька Сигун, короче, уже давно все порешала. Я так понимаю, мы сейчас спустимся на 2 этаж где-то. Примерно так. Может быть, даже на 1, не знаю. Не исключено, что будет какой-то босс. Ну, такое себе, кстати, у нее конструкция. Ладно, полезли по веревочке. Да, спускаемся. Так, на каком мне этаже? На 2. Понятно. Давай сразу дверку откроем. Нет, не работает. Ну какой? Старый символ, кто его сюда повесил. Просто молча подошла и сохранилась. Вот и все. Пицца. Так, тут у нас просто лифт. Да. Здесь, да, дверей нету, значит просто сюда идем. Либо туда, либо сюда. Давай сначала туалеты проверим. Ну, в принципе, да, как вариант, можно в одну дверь идти, а потом уже коридор исследовать. Эхо. Сломано эхо. Ладно, прямо, значит прямо. Сломан. Открыт. И где это я? Какая-то антикварная лавочка, что ли? Ну, кот смотрит. Опять двери на место.
Это будет сидеть какой-то квестовый персонаж. Если я не ошибаюсь. Это приемная, тут везде разбросаны папки. Не похоже, чтобы здесь было что-то важное. Ладно, давай вот сюда зайдем. Держатели, вазы. На сортире записка какая-то. Это просто модель, это нельзя использовать. Модель чего? И тут еще ход. Я так, получается, в коридор выйду. Странно. Ну. Это я, получается, обошел, да? Ну-ка, давай вот сюда зайдем. Закрыто. Что за надпись такая? На надгробие похоже. Клиника освобожденного разума. Жуть какая. По-моему, вот здесь какая-то еще дверь, да? Так, если сюда смотреть, да, тут еще какой-то проход есть. Получается, он ведет как-то в главный коридор. Вот дверь. Слава. Как будто как выставка какая-то, я не знаю. Так, и отсюда. Да, вот только через эту дверь. Та-дам! Ничего, сейчас закрыто получается. Погоди. По идее, я только одну дверь не проверил. Если вернуться назад... Повернуться вот так. Она где-то вот тут. Да. Всё. Блин, ну пошли в коридор, я не знаю. Идет. Тут сохранение. Там элеваторы, 2 штуки. Не работают. Со второго я приполз. Эта дверь тоже закрыта. Вот в чем дело. Так, здесь закрыто. Это тоже закрыто. Тут получается 3 входа. 4. Заходим сюда. Закрыто. Здесь открыто, но проходит она, получается, по кольцевой. Ну как кольцевой? Может быть, в этой комнате что-то надо сделать? Эти все замки закрыты. Тут стоит диван, очень старый. Диваном, как, ну, блин, давай спорим этот диван, что ли, для разнообразия. А, подожди, вот я вот в эту дверь не ломился еще. Точнее, как, где она находится? А, вот. Это маленькая комната, квадратная. Здрасте. Что за ванна? Ты еще помыться туда залезь. Я так и знала. Чего ты знал? О, поперла тетя.
Сейчас будет альтернативный, короче, мир, походу. Да, да. Тут, я думаю, альтернативных миров что-то давненько не было. Вот тебе, пожалуйста. Это влияние потустороннего мира. Из мира чьих-то ночных кошмаров все воплощается в жизнь. Проснулась. А тут все ушатано. О нет, только не это. Это все ванна наделала. Ну, конечно, ладно. О чем ты? А карта есть? Да. Патроны? Патроны. Жуть какая. Ями. Ладно, у меня есть катана и несколько пачек, 2 пачки патронов к пистолету. Слушай, а этих чуваков нормально не завалить. Давай вот отсюда мы начнем. Я не знаю, что это за растение, но оно увядает. Что это такое? Записка. Тут что-то есть. Найти святую, убить ее. Это я. Кто смог сделать эту фотографию? Это очень жестоко. Жестоко тебя в альтернативные миры отправлять, деточки. Пишемся, пишемся. Я уже все. Да, давай сюда зайдем. Катсцена, все фигня. Хейзер, так вот как тебя теперь зовут. А кто ты? Меня зовут Винсент. Не забывай, ладно? Я на твоей стороне. Так ты говоришь... Докажи. Но как мне знать, что ты не с ней? С ней? Ты говоришь о Клавдии? Пожалуйста, не сваливай меня с ней в одну кучу. Эта безумная старая ведьма хорошо ей промыла мозги. Хотя... Музыка прикольная. Старая ведьма звучит грубо. Ведь она же твоя мать. Моя мать? Как это? Ты не помнишь? Так значит, Гарри ничего тебе не рассказывал? Думаю, он не сказал правды, чтобы привлечь тебя на свою сторону, а? Те рисунки. Он очень хитрый парень. Не говори так о моем отце. Он аж Мне очканул. Приношу извинения. Успокойся, пожалуйста. Откуда тебе известен мой отец? Я знаю все. Мне известно. Твое прошлое тоже. Тогда скажи мне, что происходит? Ты этого не знаешь? Потому и спрашиваю. Если ты все знаешь, то скажи мне, как положить этому конец. Еще рано.
Почему бы не насладиться собой еще немного? Насладиться? Да я схожу с ума. Что значит насладиться собой? Разве это место Что тебе он имел в нравится? виду? О, мне тут очень хорошо. Здесь совершенно очаровательно. Подожди, я не закончил разговор. Я знала, что ты на ее стороне. Как ты сюда попала? С тобой тоже что-то не так. А кто он такой вообще? Перекись водорода. Аптечка. Аптечка. Сколько всего нашвыряли-то. Она еще куда-то смотрит. Здесь лежит школьный учебник химии. При добавлении перекиси водорода в диоксид марганца выделяется кислород. Сам кислород не загорится, но он может гореть. Он поможет гореть другим веществам. Это надо запомнить. Это надо запомнить. Так, ну и все, да, по идее. Уходим отсюда. Угу. Я, получается, по кругу немножко обошел. По прямой, да? И мы в коридор потыкаем. Ну, не думаю, что надо прямо вот цветок вот. Нет, дело не в цветке, там дальше что-то надо поджигать. Тут вот эти ребята ползающие. С катана их не убить, они потому что по земле шарахаются. Где вы? Стоять. Блин. Тут тебе и собаки, и все остальное. Поднять меня никто не хочет. Блядь, уже долбали меня, ронять тут. Вот этого чувачка можно так завалить? Давай. Так, ну, по снаряге-то. Давай так. Оружие, пистолет все-таки. Да. Но в руки все равно мы берем катану. Это однозначно. Так. Коридор. Ну, давай, да, наверное, по прямой пройдем. Сюда куда-то. Да, вот он. Вот. Закрыт. Тун-тун-тун, тут все. Я тут одну дверь только еще не дернул. Придется вернуться. Где-то, да, вот она. Вот эту. Все, она отмечена. Отмечен. Ну, получается, да, идем в другую часть коридора. Вот это, по-моему, да, особо за двери не считается. Не считается, смотри. Угу. Вон замок. Так, стой. Да. Вот сюда. Блин, я не хотел в лифт залезать.
Я просто, ну, думал, он не сработает. Эй, мне назад. Вот так они раздвигаются. 6 этажей. Охренеть. Так, я тут хотя бы? Да. Давай дернем второй лифт. Второй лифт. Так, второй лифт не работает. Хорошо. Повернуться надо спиной. Чтобы ничего не найти. Ну, все вроде. А, нет, смотри, какая дверь. Это единственная, да? Угу. Сломан замок. Так, и получается у нас что? Все, обошел. Едем на лифте, наверное, на первый. Куда еще? С первого и попрем. Все, обходить. Надеюсь, там сразу в бубен не дадут, как только двери откроются. Кто-то есть. Ну, в принципе, не важно, в какой последовательности я буду обходить коридор. Открыто. Там жердяй. Пройти сюда как-то можно? Кроме жирного еще есть кто-нибудь тут? Вроде нет. Почему-то в холодильнике лежит только печенка. Надеюсь, она не сгнила. Я взяла печень. Жесть какая. В принципе, можно схватить со стола патроны с дробаша и быстренько уебать. Че с ним драться? Меньше хрипеть будет. Я так понимаю, то, что меня кроме этой печенки тут ничего не интересует. Да, наверх. Кто тут шипел постоянно? А, вот этих чуваков я помню. Тут лежит книга, кажется, это сказка. Однажды монстр поселился у ворот деревни. Это был очень страшный и очень плохой монстр. Он хватал людей и разрывал их своими большими зубами. Жители деревни боялись монстра, но никто не осмелился подходить к воротам. Те были заперты внутри деревни. Когда об этом услышал король, он вызвал своих рыцарей. Рыцари сразу же выехали, чтобы поразить монстра. Вот вам. Их мечи соскальзывали и их копья ломались, но монстр не умирал. Монстр бросал рыцарей к себе в рот одного за другим, и их лошадей и все остальное. Что оставалось делать королю? Он бегал и суетился, но не мог принять решение. Однажды жрица... не могу в этом шуме читать. Не бросается сказку до конца. Слишком шумно. Сейчас. Где потише надо это дело зачитать. В записи это все равно, это в записях есть. Начало сказки, вот. Так, это да, внутри поразить монстра. Он бегал и суетился, но не мог принять решение. Однажды жрица этой пришла в замок. Она была очень добрым и хорошим человеком. Король попросил ее убить монстра, который охраняет ворота. И все.
Мгм. Может, ему печень надо кинуть? Где тут у нас печень? Не может использовать. Кстати, печень есть перекись водорода. Что, возможно, как-то поможет. Но это не точно. Так, стой. А если правда печень и перекись... Ну да, монстр там написано. Так, давай попробуем, правда, соединить перекись водорода и печень. Соединяется. Может быть, надо, типа, чтобы она горела, там, что-то в этом роде. Не знаю, пока непонятно. Надо проехаться по другим, наверное, этажам. Сейчас вот я вот в этот элеватор... А, тут закрыт. Да. Прокатимся по другим этажам. Может быть, там будет что-то интересное, познавательное и полезное. Ладно, всем спасибо за просмотр. На этом серию мы заканчиваем. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока и удачи.